Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня продолжение плетения сумки. Сегодня я еще раз покажу, как плести само полотно, точные размеры, сколько рядов у меня будет наверх, сколько по бокам, сколько низ. Покажу, как закончить, заправить леску, если она у нас закончилась, и как заправить новую леску, чтобы плести дальше. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня начала плести сумку снова. Кто следит за мной в Инстаграм, видели, что я вчера распустила чуть больше полсумки. Одна ошибка: если мне что-то не нравится, то, конечно, надо распускать. И сегодня я плету полотно. Не буду на этом останавливаться. Чуть позже я покажу точное количество рядов, которые у меня будут, и покажу, как заканчивать плетение, если у вас леска закончилась, и как присоединить новую, чтобы продолжить плетение. Вот на этом остановлюсь более подробно и буду вывязывать все свое полотно. Конечно же, ссылку на урок, где подробно все я показываю, я оставлю. Ну вот, вы видите, я закрепила, набрала на одну леску одну бусину, на другую две и подвела к плетению. И теперь затягиваю вот этот узелок, который мы делаем, который дает нам стабильность конструкции. Вот. И продолжаем плести. У меня будет 14 рядов. Я считаю вот по этим бусинам. Длина сумки у меня будет 14 бусин, и здесь у меня 13. И сейчас делаем переход на следующий ряд. И теперь мы набираем на правую или на левую леску, на одну из лесок, кому как удобнее, мы набираем все 3 бусины. Вот они. И в последнюю делаем петлю. Это будет у нас последняя бусина первого ряда и начало следующего ряда. И теперь вот в эту петлю я всю остальную леску вот так перехватываю и затягиваю. Пока что концы лески очень длинные, немножко неудобно, но я вам все равно покажу. И вот вы видите, сейчас мы все затянем, и мы уже перешли на следующий ряд. Получается, вот это последняя бусина 14 первого ряда и начало второго ряда. Все затягиваем и узел вовнутрь. И снова набираем бусины и продолжаем плетение, так как я показывала в первом уроке. Продолжим урок. Сейчас я покажу, как закончить работу, как спрятать края и поменять леску. Вот сейчас я сделаю еще один. Вот, набираю 2 бусины, делаю петлю. Это как мы делаем. И пропускаю вот эту леску. Затянули. И затягиваем узелок в середину. Вот, теперь у нас все стабильно. И вот эти края нам надо спрятать. Я поворачиваю, чтобы мне было удобно. И по ходу плетения, как мы плели, начинаем заправлять. Вот в эту сторону. Затем поворачиваем. Не вот так насквозь, а именно по ходу плетения, как мы плели. Сюда заправляю. Теперь в следующую. И так проходим 7-8 раз. Так, сейчас возьму пинцет. Вот. Затягиваем все. Вот такими зигзагами мы проходим. Делаем это с одной стороны. Все схватываем. Обязательно 7-8 раз надо пройти, чтобы у нас все закрепилось. Вот тут все такое мелкое, не схватить, но ничего, все можно сделать, если это делать аккуратно. Проходим еще несколько раз. И затем нитку обрезаем, леску, извините. Так, я поверну, чтобы мне было удобнее. Пинцетом достаю. И еще раз, и можно обрезать. И теперь под корень подрезаем.
И вот вы видите, нигде ничего не видно. И также заправляем вот эту леску. Проходим по ходу плетения. Так. Видите, это все медленно идет, но ничего. И таким же образом заправляем вот эту леску. И у нас получается чистое полотно. И сейчас покажу, как присоединить следующую леску. Берем следующий отрезок лески, и нам надо заправить вот в эту бусину и вот в эту бусину. И у нас будет также леска проходить, как при работе. Вот в одну и во вторую. И теперь оба края совмещаем, чтобы у нас получилось примерно одинаковые края лески. И затягиваем. Все, вот я сравняла все, затягиваю. Теперь у меня получается, я снова набираю вот на эту леску 2 бусины и прохожу. Так, сейчас, чтобы не сдвинулось никуда. Ну вот у меня уже запуталось. Сейчас распутаю. Вот, распутала. Беру следующие. Когда леска большая, немножко трудно работать, но ничего. И продолжаю работу точно так же, как работала до этого. Единственное, здесь надо уследить, чтобы леска была края одинаковые, концы лески. Так, и главное не запутать их. Сейчас распутаю. Так, вот одна леска, вот вторая. Вот я ее прямо беру и перехватываю, чтобы она не запуталась. И затягиваю. Вот, снова у нас все получилось, как и прежде. Теперь вот эту леску снова заправляем сюда. На эту набираем 2 бусы и продолжаем работу. Не забываем затягивать узелки вовнутрь. Ну вот еще раз покажу. Вот снова продолжаем. Проходим леской вот здесь по нижней бусине. Берем правую леску, набираем 2 бусины и продолжаем работу. Ничего сложного. Если вы смотрели первый урок, где я показывала, как плести, то все поймете. Ой, так, проскочила случайно. Снова возвращаюсь, делаю петлю и перехватываю вот эту леску. И все затягиваю. Вот, все затянула. Перетаскиваю узелок. И продолжаю работу. В конце я набираю на левую леску 2 бусины. И затем переворачиваю и уже 3 бусины на следующий ряд. И продолжаю плетение. Еще раз напомню, что ширина сумочки у меня 14 бусин. 13 мы сплели. 14 делаем переход на второй ряд. И высота сумки у меня, скорее всего, будет 10 или 11 бусин. 5 бусин будет низ. И дальше вторая высота, вторая стеночка. Я сплету и вернусь к вам. Ну вот, я закончила плести ряд. И мне удобнее перевернуть и начинать плетение вот в такой позиции. И еще раз покажу. Вот здесь у нас остается вот леска с одной стороны, с другой. И переход на следующий ряд, как я уже говорила, 3 бусины. Вот я беру, набираю 3 бусины и в последнюю делаю петлю. Думаю, после моих уроков этих подробных, каждый будет знать базу, которая нужна для плетения. И вот я сделала петлю, перехватываю леску вторую и затягиваю. Вот, затянула. Мы перешли на следующий ряд. Все затягиваю, перетаскиваю узелок, и следующий ряд у нас готов к работе. Снова продеваю через основание леску, набираю 2 бусины и работаем дальше.
Я сплела полотно. Как вы помните, здесь у меня получается 14 рядов. И полотно у меня 25 рядов в ширину. Получается у меня 1, 2, 3, 4, 5. Вот у меня будет одна стеночка сумки. Вот я ее прямо согну. Вот так. Затем у меня идет 5 рядов дно. И вторая стеночка сумки. Сейчас также ее согну. Вот. И у меня получается вот такая вот сумка. Заняло у меня это 2 дня сплести, но я справилась. В следующем видео мы с вами будем плести боковинки. Вот не знаю, видно вам или нет, не могу камеру по-другому установить. Я покажу, как дополнить вот эти недостающие бусы здесь и заполнить полностью всю боковинку. Одну и вторую. А на сегодня все. Надеюсь, видео понравилось, было понятным и вы узнали что-то новое. Буду ждать вас на следующем уроке. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.